Сегодня покажу красивый двухцветный узор с интересной фактурой. Он эластичный, рельефный и отлично подойдет для аксессуаров, крупных изделий и различных отделок. Раппорт узора состоит всего из 4 петель и 4 рядов. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Приступаем. Первый ряд начинаю цветом Б. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Одна петля снимается, не провязывая. Повторяю раппорт. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Одна петля снимается. Первый ряд пройден. Возвращаюсь в начало ряда. Второй ряд. Смена нити. Как всегда, предлагаю смотреть по рисунку. Розовая нить, розовая петелька, средняя из тех, которые провязываю. Изнаночная. Я ее лицевой провязываю. Изнаночная. Одну снимаю. 3 петельки, средняя из них розовая, изнаночная, лицевая, изнаночная, снять, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 ряда провязаны, обе нити в одном месте. Разворачиваюсь и еще 2 ряда провяжу с изнаночной стороны работы. И начинаю первый ряд с изнаночной стороны работы опять нитью B. Смотрю на петельки на спице. У меня серая нить, и каждая серая петелька будет средней из 3 провязанных. Первую петлю провязываю, серая нить и серая петелька, одна из 3, которые сейчас провяжу. Вяжу тоже по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая. Одну петлю снимаю, нить перед работой. Опять серая нить и 3 петельки, средняя из которых тоже серая. Я их провязываю с изнаночной стороны. Лицевая, изнаночная, лицевая. Одну петлю снимаю. Еще раз повторяю раппорт. Лицевая, изнаночная, лицевая. Одну петлю снимаю, нить перед работой. И возвращаю все вязание обратно. Здесь еще розовая нить, нить А. Здесь, как всегда, предлагаю смотреть по рисунку. У нас розовая нить, и каждая розовая петелька на спице будет средней из 3 провязанных. Здесь я вяжу по рисунку. Над изнаночной, изнаночная, над лицевой, лицевая. Эту петельку я снимаю, нить перед работой. И у меня розовая нить, и на очереди 3 петельки, которые провяжу, средняя из которых розовая, такого же цвета, как моя рабочая нить в данный момент. Лицевая, изнаночная, лицевая. Снять. Лицевая, изнаночная, лицевая. Снять. Нить перед работой. Так выглядит начало вязания с лицевой стороны работы. И я провязала немного вперед и вверх. Рисунок очень хорошо уже проявился. И теперь более наглядно могу показать, как его выполняю. Рабочая нить светлая, светлый столбик того же цвета. Это значит, что сейчас я провязываю 3 петельки. Изнаночная, лицевая, изнаночная.
светлая нить, розовый столбик, петелька снимается, нить за работой. Светлая нить, 3 петельки провязываются. Когда розовый столбик и светлая нить, петелька снимается, нить за работой. Последняя петелька изнаночная, и возвращаю все вязание в начало ряда. Розовая нить, белый столбик, петелька снимается. Все остальные петельки провязываются по узору. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Последняя петелька изнаночную. И обе нити с одной стороны продолжаем вязание с изнаночной стороны. Третий ряд с изнаночной стороны тоже начинается светлой нитью. Первую петельку провязываю и смотрю на петельки. У меня светлая нить, и там, где светлые петельки, это значит, что это будет средняя петелька из провязанных. Одну снимаю, нить перед работой. Вяжу по узору, лицевая, изнаночная, лицевая. Одну снимаю, нить перед работой. Теперь 3 петельки, которые я провяжу, средняя из которых такого же цвета, как рабочая нить. Лицевая, изнаночная, лицевая. Последняя петелька изнаночная, и возвращаю все вязание в начало ряда. Здесь еще розовая нить. И последний 4-й ряд розовой нитью. Первая петля провязывается, и опять смотрю по рисунку. Там, где розовые петельки, это будет средняя петелька из 3 провязанных. 3 петельки, лицевая, изнаночная, лицевая. Одну снимаю, нить перед работой. Последняя петелька изнаночная,